Приветствую, друзья! В сегодняшнем выпуске экстремальные ливни и наводнения в Саудовской Аравии, Йемене и Мексике, масштабный энергетический кризис в Ирландии, активность вулканов Семеру и Сакурадзима, а также массовая гибель птиц из-за нефтепродуктов под Анапой и другие события. Выходные принесли в Австралию беспрецедентные погодные качели, разделив континент на две экстремальные климатические зоны. В то время как северные штаты продолжают изнывать от нетипичной для середины осени жары, южный островной штат Тасмания оказался во власти Антарктического фронта. С 10 по 12 апреля местные жители столкнулись с резким падением температуры и первыми серьезными снегопадами сезона. Согласно сообщениям метеорологических служб Хобарта, холодный фронт принес с собой шквалистый ветер и обильные осадки. К утру субботы гора Уэллингтон и центральное Нагорье покрылись плотным слоем снега, толщина которого в некоторых районах достигла 10-15 сантиметров. Температура в высокогорных районах опустилась до рекордных для этого времени года минус 4 градуса Цельсия, что заставило фермеров принимать срочные меры по защите скота. В то же самое время жители Квинсленда и Северной территории наблюдают совершенно иную картину. На севере страны столбики термометров стабильно держатся на отметке выше плюс 30 градусов Цельсия, достигая порой и вовсе плюс 38. Метеорологи объясняют такой резкий контраст особенностями движения воздушных масс. Пока юг страны открыт для ледяного дыхания Антарктики, север остается под влиянием теплых тропических ветров. Вулкан Семеру, расположенный в провинции Восточная Ява в Индонезии, в воскресенье продемонстрировал значительную активность. Согласно данным Центра вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф, за 6 часов было зафиксировано 19 взрывных землетрясений, связанных с извержениями. Консультативный центр по вулканическому пеплу в Дарвине сообщил, что шлейф пепла поднялся на высоту около 4600 метров над уровнем моря и протянулся в северо-западном направлении. С начала 2026 года Семеру остается самым активным вулканом страны, совершив за это время более 770 извержений. В связи с сохраняющейся активностью, вблизи вулкана действует оранжевое предупреждение об опасности. Запрещена любая деятельность в юго-восточном секторе вдоль русла реки Бисук-Кабакан в радиусе 13 километров от вершины, а также в пределах 500 метров от берегов рек из-за угрозы схода пирокластических потоков и лохаров, которые могут распространяться на расстояние до 17 километров от кратера. Кроме того, жителям и туристам запрещено приближаться к пику ближе, чем на 5 километров из-за риска выброса раскаленных обломков горных пород. В Ирландии разворачивается масштабный энергетический кризис. За последние 5 дней сотни автозаправочных станций по всей стране остались без горючего из-за непрекращающихся протестов против резкого роста цен на топливо. По данным местных СМИ и отраслевой группы Fuels for Ireland, около 600 из 1500 АЗС в республике уже полностью исчерпали запасы бензина и дизеля, и в ближайшие дни это число может возрасти. Основной причиной дефицита стали скоординированные блокады единственного в стране нефтеперерабатывающего завода Whitegate в графстве Корк, а также крупных портов в Дублине и Галуэе. Протестующие, среди которых преобладают фермеры и грузоперевозчики на тракторах и фурах, требуют немедленного вмешательства правительства после того, как стоимость дизельного топлива подскочила более чем на 20% за последние недели, достигнув в некоторых регионах отметки в 2 евро и 17 евроцентов за литр. Премьер-министр Ирландии охарактеризовал действия демонстрантов как национальный саботаж, предупредив, что страна находится на грани невозможности принимать танкеры с нефтью из-за перекрытых причалов. В ответ на блокады полиция совместно с подразделениями ирландских сил обороны начала силовые операции по расчистке дорог и доступов к терминалам, применяя спецсредства и эвакуаторы. На этом фоне правительство провело экстренное заседание Кабинета министров, по итогам которого был анонсирован пакет мер поддержки объемом 505 миллионов евро, включая снижение пошлин на топливо на 10 центов за литр и отсрочку повышения углеродного налога. Несмотря на предложенные льготы, многие участники
участники протеста заявляют о недостаточности этих мер и обещают продолжать акции до введения жесткого потолка цен. Логистические компании предупреждают, что на полное восстановление цепочек поставок после снятия блокады может потребоваться до 10 дней. В Эр-Рияде и ряде других регионов Саудовской Аравии в воскресенье был введен режим повышенной готовности из-за сильных ливней и масштабных наводнений. Столица королевства столкнулась с интенсивными осадками, которые начались в субботу вечером и продолжались всю ночь, превратив улицы города в бушующие потоки. По данным Национального центра метеорологии, в регионах Эр-Рияд и Асир за сутки выпало суммарно более 107,8 мм осадков. При этом в районе аэропорта Абха зафиксирован максимальный показатель в 65,6 мм. Стихийное бедствие привело к транспортному коллапсу. На главных магистралях Эр-Рияда десятки автомобилей оказались под водой, а сошедшие селевые потоки в пригородах и долинах сделали движение на ряде дорог невозможным. В связи с экстремальными погодными условиями власти Саудовской Аравии приняли решение о приостановке очных занятий. В воскресенье школы и ведущие университеты страны перешли на дистанционный формат обучения. Гражданская оборона королевства выпустила экстренное предупреждение для жителей столицы и восточной провинции, настоятельно призывая оставаться дома и избегать низин и пойм рек, где риск внезапных паводков остается критическим. Помимо дождей, ситуацию осложняют мощные порывы ветра до 60 км в час и пыльные бури. Метеорологи прогнозируют, что нестабильная погода с грозами и градом сохранится до вторника, хотя интенсивность осадков в самом Эр-Рияде начнет постепенно снижаться к вечеру воскресенья. В Японии на острове Кюсю в воскресенье произошло очередное мощное извержение вулкана Сакураджима. Согласно данным Метеорологического управления Японии, извержение носило взрывной характер. Столб пепла и дыма поднялся на высоту около 3400 метров над кратером Минами-Даке. Мощное облако пепла было видно за многие километры по всей префектуре Кагасима. Власти оставили в действии третий уровень предупреждения о вулканической опасности, который запрещает приближаться к вулкану и предусматривает меры предосторожности в связи с возможным выпадением пепла в близлежащих районах. Хотя Сакураджима является одним из самых активных вулканов в мире и извергается практически ежедневно, событие этого воскресенья было зафиксировано как одно из наиболее интенсивных за последние месяцы. Специалисты предупреждают о сохраняющейся активности и распространении пепла в сторону соседней префектуры Миядзаки. Критическая ситуация сложилась в Доминиканской республике в провинции Пуэрто-Плата. Центр по чрезвычайным ситуациям объявил красный уровень тревоги в связи с экстремальными осадками, вызванными прохождением штормового фронта. Проливные дожди, обрушившиеся на регион, привели к выходу из берегов рек Каму и Ясика. Одним из самых серьезных инцидентов стало обрушение моста через реку Каму на туристической трассе, что привело к изоляции целых районов. В муниципалитете Монтеллана паводками воды достигли критических отметок и затопили десятки домов в таких секторах, как Лос-Сируэлос, Эль-Тамаринда и Монте-Браво. В последнем спасателям пришлось эвакуировать семью прямо с крыши их дома. Аналогичная ситуация сложилась в Сосуа и Сабанета-де-Ясика, где из-за опасного подъема уровня воды власти призвали население немедленно покинуть уязвимые зоны. Инфраструктуре провинции нанесен значительный ущерб. Помимо разрушенных мостов, повреждены 17 водопроводов, из-за чего более 113 тысяч человек остались без питьевой воды. Всего в пострадавших регионах эвакуировано более 700 человек. На фоне продолжающихся ливней власти ввели полный запрет на купание в реках и закрыли пляжи. Сильные ливневые дожди, обрушившиеся в Йемене на город Таиз и его окрестности, вызвали катастрофическое наводнение. Стихия стала продолжением затяжного сезона дождей, который в этом году начался раньше обычного и уже унес жизни как минимум 30 человек по всей стране. В Таизе за последние 48 часов подтверждена гибель 2 детей. Наводнение нанесло серьезный удар по инфраструктуре и жилому сектору. Десятки домов в западных округах провинции были повреждены или полностью разрушены.
Особенно сложная ситуация сложилась в лагерях для внутренне перемещенных лиц, где тысячи семей остались без крова, чистой воды и продовольствия. Потоки воды также парализовали движение на основных дорогах и уничтожили обширные площади сельскохозяйственных угодий, что грозит региону усилением продовольственного кризиса. Премьер-министр Йемена уже распорядился принять немедленные меры по оценке ущерба и оказанию срочной помощи пострадавшим районам Таизов. Метеорологические службы призывают жителей держаться подальше от русел рек и низменностей, так как риск новых паводков остается высоким. Вечер субботы обернулся природной катастрофой для жителей северо-восточной части мексиканского штата Гуанахуато, когда мощный грозовой фронт обрушил на регион крупный град. Основной удар стихии пришелся на муниципалитеты Сан-Хосе и Турбиде и Доктор Мора. Непогода сопровождалась шквалистым ветром и интенсивными электрическими разрядами и привела к мгновенному параличу транспортного сообщения на основных трассах. В Сан-Хосе и Турбиде муниципальное управление гражданской обороны зафиксировало сотни обращений от жителей. Ледяная шрапнель повредила сотни автомобилей, крыши построек и обшивку жилых домов. Городские улицы за считанные минуты покрылись слоем льда толщиной до 15 сантиметров. Особенно сильно пострадал аграрный сектор. Фермеры сообщают о полной потере урожая зерновых и овощных культур на открытых грунтах, а также о значительных повреждениях тепличных хозяйств, которые не выдержали веса и силы ударов града. Не менее драматичная ситуация сложилась в соседнем муниципалитете Доктор Мора. Здесь ливневые стоки, забитые ледяной крошкой и сорванной листвой, не справились с объемом воды, что привело к локальным подтоплениям в низменных частях города. Повреждение линий электропередач оставило без света несколько сельских общин. Правительство штата рассматривает вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации в пострадавших районах для оперативного выделения средств на восстановление. На Карибском побережье Коста-Рики проливные дожди вызвали серьезные подтопления в городе Лимон. Сильные осадки, продолжавшиеся с раннего утра субботы, привели к выходу из берегов местных рек. Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям сообщила о многочисленных инцидентах в жилых кварталах. Наиболее сильно пострадали общины в южной части Карибского побережья. Там вода затопила улицы и проникла в дома. В одном из районов водитель автомобиля оказался заблокирован из-за внезапного разлива реки. Ситуация в Лимоне резко осложнилась из-за экологической катастрофы. На трубопроводе компании Реколп была обнаружена незаконная врезка, которая стала причиной масштабной утечки дизельного топлива. Из-за интенсивных дождей нефтепродукты быстро распространились по водным путям, достигнув устья реки Моин и прибрежной зоны рядом с терминалом JADPE. Власти объявили о загрязнении значительного участка побережья и ввели строгие запреты на купание, рыбную ловлю и любые виды водного спорта в пострадавшем районе. Жителей и туристов настоятельно призывают не приближаться к видимым пятнам топлива и не употреблять в пищу рыбу и морепродукты из местных вод. В настоящее время аварийные службы занимаются локализацией разлива и очисткой территории, однако работа осложняется продолжающимися осадками. Метеослужба предупреждает, что сильные ветры и дожди сохранятся в регионе в течение ближайших суток. В провинции Наама на западе Алжира выходные знаменовались сокрушительным ударом стихии, беспрецедентным для этого времени года. Интенсивный грозовой фронт обрушил на регион обильные осадки в виде крупного града, наиболее сильно затронув район Зауш в коммуне Маграр. Улицы населенных пунктов и сельскохозяйственные угодья в считанные часы оказались покрыты слоем льда. Из-за экстремального объема воды местные реки вышли из берегов. Бурные потоки, смешанные с градовой грязью, хлынули на автомобильные трассы, отрезая целые населенные пункты от внешнего мира. Особенно сложная обстановка сложилась в районе города Мишерия, где скопление льда и воды сделало невозможным движение транспорта. Дорожное движение на основных участках региональных трасс было временно ограничено или полностью приостановлено в целях безопасности граждан. Жители Маграра и соседних коммун сообщают о значительном ущербе, нанесенном плодовым деревьям и посевам, которые пострадали от ударов града.
На побережье Анапы за последние 2 суток зафиксирована массовая гибель перелетных и водоплавающих птиц. Обнаружено более 200, по некоторым данным до 250 особей, тела которых покрыты плотным слоем нефтепродуктов. Экологическое бедствие связывают с появлением в 11 километрах от берега крупного нефтяного пятна, которое под воздействием штормового ветра начало достигать пляжей курорта. Согласно основной версии, причиной разлива могли стать недавние атаки беспилотников на гражданские суда и нефтеналивные терминалы в акватории Черного и Азовского морей, в результате которых танкеры получили серьезные повреждения. Специалисты ООО «Курорт» и Анапы отмечают, что текущее загрязнение вызвано легкими фракциями нефтепродуктов, которые активно выбрасываются на берег после недавнего волнения моря. На месте происшествия уже работают сотрудники МЧС и волонтеры. По предварительным данным, только с одного участка длиной около 50 метров было вывезено порядка 100 мешков с загрязненным песком, а общая протяженность пораженной береговой линии может составлять от 500 до 700 метров. Для локализации загрязнения пятно в море было обработано биосорбентами, также установлены боновые заграждения. Однако ситуация осложняется тем, что птицы продолжают попадать в масляную пленку до ее полной ликвидации. Данный инцидент ставит под угрозу планы властей по открытию пляжного сезона, которые ранее анонсировали готовность рекреационных зон после масштабной очистки последствий экологической катастрофы 2024 года. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.